Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас среда, 7 июня, и я сразу хочу извиниться, что у нас не было выпуска за вторник, 6 июня, э, из-за чрезвычайной занятости. Хочу также сразу вам напомнить, что в комментариях к этому выпуску вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу в пятницу, 9 июня. Еще раз напоминаю, в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы. Перед тем, как писать вопрос, напишите слово «вопрос», либо поставьте знак вопроса и формулируйте дальше вопрос. На все ваши вопросы, самые популярные из них, вернее, я отвечу в пятницу, 9 июня. Так, хочу также сразу к вам обратиться, наши уважаемые зрители и слушатели, с предложением поставить лайк этому видео и написать помимо вопросов еще и комментарии из 5 слов дополнительно для продвижения в рейтингах наших материалов. Поверьте, как только я напоминаю, сразу набирается большее количество лайков и большее количество комментариев, и сразу просмотров больше. Обратите тоже на это внимание и, пожалуйста, помогайте. Так, теперь перейдем к обсуждению тем. Взрыв на Каховской ГЭС, разрушение дамбы Каховской ГЭС и так далее, так далее, так далее. По этому поводу сразу вам скажу, что данная акция не была инициирована президентом России. Более того, известие об этом застало его врасплох. Во время обсуждения этой темы Путин явно был расстроен и, даже можно сказать, обескуражен тем, что без его ведома происходят такие события. Мы уже говорили неоднократно, что тот хаос, который инициировал он всячески приемлет, а то, что тот хаос, который инициирован вне его который вообще происходит вне его компетенции, инициирован не им, для него это, конечно, тяжелейшая ситуация. Надо понимать, что в российском руководстве, по крайней мере, во время совещания с основными представителями военного блока и руководства, конечно, военного блока и руководства силового блока, тоже не было взаимопонимания, нет одной точки зрения на происходящее. Военные говорят, что они ни в чем не виноваты, и что там были разные версии. И украинская сторона, и случайная, и технологическая катастрофа, которая из-за технических проблем возникла. И там что только не городили. Там версия была 3 миллиона, черт ногу сломит. Причем версии они сами же меняли, в чем сами запутались, и одной версии, по крайней мере, военные ведомства не смогли выдвинуть для Путина. Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев объяснил, что это все-таки российская сторона поучаствовала, что подобная акция была инициирована одним из генералов, который в пьяном виде отдал подобные распоряжения, и этот генерал, Патрушев назвал его фамилию, я пока не хочу называть. И якобы этот генерал посоветовался перед этим с Герасимовым и Шойгу. По крайней мере, Патрушев уверяет, что генерал действительно советовался. По крайней мере, генерал утверждает, тем людям, которые с ним беседовали, передали эти слова Патрушеву, что так оно и происходило. Как происходило на самом деле, Путин даже не стал вникать. Он решил, что надо действовать по обстоятельствам, есть подобные обстоятельства, вот начинаем действовать. Это именно та форма поведения, которая ему присуща. Мы с вами уже этот момент обсуждали неоднократно. Путин действует сообразно обстоятельствам. Вчера он не захотел вникать глубоко в проблемы, кто, где, что и зачем сделал, выслушав весь этот сыр-бор, который преподнесло ему военное ведомство, то, что ему рассказал Патрушев. Он не стал делать каких-то скоропалительных выводов, решив, что есть определенное количество преимуществ от данной ситуации, но есть, конечно, и негатив. Среди негатива, прежде всего, это
это прекращается питание Крымского канала, и Крым становится перед проблемой обезвоживания. Дефицита воды, давайте скажем так, аккуратно, потому что на протяжении долгих лет после перекрытия Крымского канала Крым все-таки существовал довольно-таки все было более или менее с водой, и, конечно, Крымский канал решал большинство проблем, но есть другие варианты, по крайней мере, обсуждались долгое время у президента другие варианты по поводу питания Крыма водой. Надо объяснить также, что акция, давайте это даже назовем не акция, а спецоперация по уничтожению Каховской ГЭС была, конечно, представлена президенту России уже довольно давно. Президент России по своему обыкновению дал распоряжение готовить подобную спецоперацию, но надо понимать, что отмашки он не давал. В общем, исходя из того, как происходило вчерашнее обсуждение, исходя из того, что сейчас вообще происходит во время обсуждений не только этих тем у президента России, можно сказать с уверенностью, что полная неразбериха. Путин потихоньку теряет контроль над системой. Система начинает жить своей собственной жизнью, система завралась в докладах Путину. Найти правду становится с каждым днем все сложнее и сложнее. Даже нам, которые обладают довольно большим спектром возможностей получать информацию правдивую в том, что действительно происходит, даже у нас не всегда хватает таких возможностей, не говоря уже о том, что президенту России представляют действительно из нескольких источников информацию, но настолько разноплановая эта информация, настолько противоречивая, что очень тяжело ему, например, в данный момент разобраться во многих вопросах, невероятно тяжело. Мы с вами должны понимать, что когда президент России в основных вопросах получает информацию лживую, противоречивую, даже если среди этой лживой информации проскакивает правда, зачастую, конечно, допустим, Совбез в основном, Патрушев в основном пытается давать правдивую информацию, когда считает, что правда выгодна для продвижения его личных планов и выгодно для того, чтобы президент действовал сообразно тому, что сейчас происходит. Зачастую, надо опять-таки отметить, что более 90% того, что преподносит Патрушев президенту, это действительно правда. Остальные источники, когда как. Военное ведомство на 90% лжет. Просто лжет президенту и вводит его откровенно в заблуждение. Надо сказать, что и сам Путин привык к такой форме общения и сам допустил, извиняюсь, такую задницу. Так, теперь давайте перейдем к немножко другим событиям. Во-первых, белорусский диктатор Лукашенко помиловал Сапегу. Софью Сапегу не стал заниматься тем, чтобы передавать для дальнейшего пребывания в тюрьме в России Софью, а помиловал ее. Помиловать невиновного человека, это, конечно, звучит кощунственно. Мы с вами понимаем, что Софья Сапега абсолютно невиновна во всем, что ей инкриминировали. Девочка помогала Протасевичу, одному из людей, которые создавали, по крайней мере, были среди авторов телеграм-канала «Нехта». И надо понимать, что в этой ситуации, конечно, Лукашенко готовится к большим переменам. Лукашенко помиловал Протасевича, Лукашенко помиловал Сапегу. Он сейчас вообще предстает со стороны, по крайней мере, то, что все это, конечно, сигналы Западу. Он предстает таким милостивым диктатором, конечно, но милостивым и готов разговаривать с оппозицией, готов мириться, готов проводить какие-то шаги навстречу европейским ценностям, готов якобы к модернизации системы. Все это, конечно, не так. Это, конечно, все сплошная ложь. Это подготовка Лукашенко к тому, что будет происходить в России.
Лукашенко понятно, что хоронят уже на протяжении нескольких недель, якобы ему уж очень тяжело со здоровьем, но на сегодняшний день мы обладаем четкой и понятной информацией, что не настолько тяжело, насколько плохо Путину. Путин действительно в очень плохом состоянии. Хочу вам напомнить, что еще 2 месяца назад ходили упорно слухи о прямой линии президента 8 июня. Я вам напоминаю, помните, да? Совсем недавно был такой слив замечательный, пару месяцев назад, что президент полностью жив, здоровый, проведет прямую линию с народом, и будет все замечательно, и предстанет во всей своей красе 8 июня в гостином дворе. Ждем непременно, конечно. Я вам скажу, что двойник готовится, но насколько двойник готов, пока не очень понятно. Сам Путин, безусловно, ни в каких прямых линиях в ближайшее время участвовать не будет. У меня огромнейшие сомнения в том, что президент вообще будет в чем-то участвовать, реальный президент России. То, что сейчас в последнее время происходит, обратите внимание. В день происходит 1-2 встречи двойника с абсолютно таких проходных встреч. Двойник общается то с министрами, то с представителями госкорпораций, то с редкими губернаторами. Причем это 1-2 встречи довольно коротких, и все. Двойник абсолютно свободен. Остальное время занимается тем, что изучает вопросы будущих встреч. Сам президент России Владимир Путин не показывается на публике, изредка проводя телефонные разговоры. Еще раз повторяю, исключительно телефонные разговоры. Сам президент Владимир Путин на публике уже старается не появляться. С каждым днем у него состояние здоровья ухудшается. Посмотрим, что будет в ближайшее время. Не будем спекулировать на этой теме. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.